И когда проиграется точно такой же сценарий во внешнем мире, а вы уже к нему и готовы, и муж так смотрит на вас, так челюсть у него отвисает. Добрый вечер, дорогие друзья! Я вас рад приветствовать на своем канале. Хочу напомнить о том, что мы с вами разбираем карты из колоды Гюстава Доре. Эту колоду выпустила компания Лос Карабео. У меня буквально парочку лежит на столе, можно посмотреть, что они выглядят черно-белыми, потому что они скопированы из гравюр, которые, в общем-то, и исполнил сам Гюстав Доре. Для тех, кто внимательно следит, выпуск за выпуском смотрит, он понимает, что мы из библейского повествования сейчас плавненько переместились уже в повествование, которое очень плотно подвязано на книгу, которую написал Франсуа Рабле, называется «На Гаргантюа и Пантагрюэль». Я думаю, что это всем известные персонажи, даже если вы не читали саму книгу, то уж точно слышали об этих громких именах, они так или иначе вам попадались, будь то в школьной программе, ну или, может быть, в каком-нибудь в повествовательном эпосе, так сказать. Это уже у нас третий сегодня будет урок, третья лекция, которая посвящена карте. Давайте мы сразу переместимся в урок и посмотрим, что же это за карта. Вот так она выглядит. Сразу имеет смысл обратить внимание, что гравюра имеет несколько более широкие рамки, чем ту часть, которую авторы колоды позаимствовали для своей карты, для нашей карты уже. И она нам несколько расширяет пределы и понимание того, что происходит на этой сцене. Если бы мы взяли только одну карту, хотя и по ней тоже достаточно понятно, что Гаргантюа, он что-то крушит, он что-то ломает. И, кстати, тема сегодняшнего урока, она называется «Гаргантюа. Ветский брод». Почему ветский брод? Сейчас мы с вами поговорим об этом, что это такие за события изображены на карте, как они связаны у нас с семеркой жезлов классической, что мы можем вынести в целом, в общем, из семерки жезлов как таковой карты. Не лишним будет, конечно, поговорить об этом более детально. Ну и конкретно, как семерка жезлов у нас выглядит с Гаргантюа, как именно этот персонаж раскрывает нам семерку жезлов в классическом виде. Визуально стоит сказать, что они очень даже и похожи, потому что и там изображен большой человек, который в этом случае, он просто занимает выгодное положение, когда стоит над другими, а здесь этот человек занимает выгодное положение просто потому, что он такой большой и высокий, великан, и смотрит свысока на всех остальных, тоже положение выгодное. Но что дает это выгодное положение, насколько человек может его рассмотреть сразу сходу, давайте будем с вами говорить об этом уже подробнее в самом нашем уроке. Давайте еще буквально несколько слов насчет того, что изображено на карте, что изображено на гравюре. Видно, что Гаргантюа в гневе с жезлом в руках начинает крушить не то замок, не то какое-то строение. Внизу маленькие люди по сравнению с ним, которые одеты в рыцарских доспехах и, судя по всему, ведут с ним бой, потому что видно дым от орудий, летящие обломки и камни. Но, читая саму главу, мы поймем, что там не только летящие камни, там и летящие ядра в сторону Гаргантюа. Это прям сражение, это прям бой настоящий. Не все так просто и однозначно. Предлагаю урок построить по несколько такой же классической схеме. Вначале мы зачитаем отрывок из книги, который соответствует нашему сегодняшнему повествованию и нашей карте. А потом уже переместимся в разбор карты классической из колоды Уэйта. И параллельно, держа все то, что мы прочитали в голове, будем сравнивать, насколько эти карты они друг друга дополняют, насколько они похожи. И, конечно, глава, которая описывает то, что изображено у нас конкретно на гравюре, на карте, она одна и небольшая, но зачитав только ее, мы не получим полноту картины, мы не получим предысторию, и разбирая глубинно карту, я понял, что нам этот контекст нужен. Нам все-таки нужно вернуться на несколько глав назад, и дабы я не пересказывал своими словами, хочу зачитать, потому что я считаю, что эта книга достойна того, чтобы ее можно было читать как можно больше.
Местами она смешная, и я, естественно, что не буду зачитывать все 5 глав, которые относятся непосредственно к тому, что предшествовало вот этому бою, но я зачитаю кусочек каждой главы, дабы мы с вами не утратили некую хронологию и было понятно, какие чувства, какие эмоции, какие переживания испытывал Гаргантюа, когда он дошел уже до этого. И ряд других полезных вещей нам также необходимо раскрыть, которые потом очень будут созвучны с классической колодой Уэйта, с классической картой семерки жезлов, когда мы будем уже с вами разбирать ее в следующем блоке. Итак, начинаем мы с главы 25 о том, как между лирнейскими пекарями и подданными Гаргантюа возгорелся великий спор, положивший начало кровопролитным войнам. В эту пору, а именно в начале осени, когда на родине Гаргантюа идет сбор винограда, местные пастухи сторожили виноградники и смотрели, чтобы скворцы не клевали ягод. В это самое время по большой дороге не то на 10, не то на 12 подводах лирнейские пекари везли в город лепешки. Помянутые пастухи вежливо попросили пекарей продать им по рыночной цене лепешек. А ведь надобно вам знать, что для людей, страдающих запором, виноград со свежими лепешками – это воистину пища богов. Особливо пино, фьер, мюскадо, бекан или же фуарар. От этого кушания их так несет, что они иной раз не успевают донести до отхожего места. Вот почему их зовут недоносками. Просьбу пастухов пекари не соизволили удовлетворить. Более того, они начали изрыгать на них самую зазорную брань, обозвали их беззубыми поганцами, рыжими красными людьми опасными, ёрниками, прощелыгами, пролазами, лежебоками, сластеными пентюхами, бахвалами, негодяями, дубинами, выжигами, поберушками, задирами, франтами коровьи ножки, шутами гороховыми, байбаками, ублюдками, балбесами, обалдуями, обормотами, пересмешниками, спесивцами, голодранцами, присовокупив к этому и другие оскорбительные названия и прибавив, что они, мол, хороши с отрубями да с мякиной, а такие вкусные лепешки не про них писаны. В ответ на подобное оскорбление один из пастухов по имени Фражье, юноша именитый и достойный, кротко заметил: «С чего это вы стали так нос задирать, скажите, пожалуйста? Бывало, раньше сколько угодно продавали, а нынче не желаете? Это не по-добрососедски, мы с вами так не поступаем, когда вы приезжаете покупать нашу отборную пшеницу, из которой вы печете пирожки и лепешки. А мы еще хотели дать вам за них винограду в придачу. Нет, клянусь раками, вы потом пожалеете. Не зарекайтесь, вам еще придется с нами дело иметь. А мы вот так же с вами обойдемся. Тогда вы меня вспомните». На это Марке, великий жезлоносец братства пекарей, ему сказал: «Что это ты нынче уж больно распетушился? Видно, проса на ночь наелся. А ну, поди сюда, я тебе дам лепешку». Тут Фражье, ничего не подозревая, приблизился к нему и достал из-за пояса монету, ибо он был уверен, что Марке продаст ему лепешек. Однако вместо лепешек он получил кнутом по ногам, да так, что на них тотчас же выступили рубцы. Засим Марке попытался улепетнуть, но в ту минуту Фражье, истошным голосом завопив «Караул!», запустил в него здоровенной дубиной, которая была у него под мышкой, и угодил прямо в шов лобной кости над правой височной артерией так, что Марке замертво свалился с кобылы. Стоит ли говорить, что между ними завязалась настоящая драка? Одни гнались за другими. Беда случилась, одним словом. Следующая глава 26. О том, как жители Лерне под предводительством короля Пикрахола без объявлений войны напали на пастухов Гаргантюа. Пекари, как скоро возвратились в Лерне, так прямо, не пивши, не евши, отправились в Капитолий
принесли жалобу своему королю Пикрахолу III, показали ему сломанные корзины, измятые шляпы, разорванные плащи, раздавленные лепешки, а главное, тяжело раненого Марке, и объявили, что это дело рук пастухов и хуторян Грангузье, которые учинили побоище на большой дороге за Сейи. Все это привело короля в совершенное неистовство, и даже не потрудившись доискаться причины, он велел кликнуть по всей стране клич, чтобы в полдень все под страхом смертной казни через повешение явились в полном вооружении на главную площадь. Понимаете, что происходит? Следующая глава, 27, о том, как некий монах из Сейи спас от неприятелей монастырский фруктовый сад. Так, буйствуя и бесчинствуя, промышляя разбоем и грабежом, дошли они, наконец, до Сейи и принялись обирать до нитки мужчин и женщин, их хватать все, что попадалось под руку. Ничем они не брезгали и ничем не гнушались. Почти во всех домах свирепствовала чума. Однако же они врывались всюду, все решительно отбирали, и при этом никто из них не заразился. А это случай исключительный, ибо священники, викарии, проповедники, лекари, хирурги и аптекари, навещавшие, лечившие, пользовавшие, исповедовавшие и увещевавшие больных, все до одного заразились и умерли, а к этим чертовым грабителям и убийцам никакая зараза не приставала. Что за причина, господа? Право, тут есть над чем призадуматься. Разграбив селение, они с шумом и грохотом двинулись к аббатству. Однако же аббатство оказалось на запоре. По всему обстоятельству главные силы двинулись дальше, к Ветскому Броду. А 7 отрядов пехоты и 200 копейщиков остались для того, чтобы, сломав садовую ограду, произвести полное опустошение на виноградниках. И здесь у нас появляется новый персонаж, который в дальнейшем будет постоянно фигурировать на протяжении всей книги, а вы видите, что это только начало книги. Появляется некий монах по прозванию брат Жан Зубодробитель. Он один смог отбить нашествие этой саранчи от аббатства. Пропускаем эту главу и переходим к главе 28, о том, как Пикрахол взял приступом Ларош-Клермо, и равно и о том, как тяжело и прискорбно было Грангузье начинать войну. Как уже было сказано, монах продолжал расправляться с теми, кто ворвался в монастырский сад. Пикрахол, между тем, с великою поспешностью, пройдя со своими войсками Ветский Брод, вступил в Ларош-Клермо, и там ему не оказали никакого сопротивления. А так как дело было ночью, то он порешил расположиться здесь со своими войсками на ночлег, дабы зуд его гнева на время утих. Поутру Пикрахол взял приступом городской вал и замок, а затем отлично укрепил этот замок и снабдил его боевыми припасами, ибо он полагал, что в случае, если на него нападут, лучше всего ему отсидеться именно здесь, так как благодаря своему расположению и местоположению замок обладал не только искусственными, но и естественными укреплениями. Следующая глава достаточно важная. Это письмо, которое отец пишет сыну. Грангузье пишет Гаргантюа. Хочу напомнить, что Гаргантюа в это время находится в Париже на обучении. Случаются вот эти неприятные обстоятельства, которые приводят к тому, что начинается война между двумя государствами. Если вы еще не поняли, то Гаргантюа является наследником престола. Его отец Грангузье сейчас нынешний король королевства или царства утопии. Рядом есть соседи, с которыми они жили всю жизнь в мире. И там правителем является Пикрахол III. И вот из-за каких-то лепешек, которые не поделили, кто-то кому-то не продал, кто-то кому-то не заплатил, начинается война. И Грангузье вынужден писать письмо. И вот это письмо для нас очень важно, потому что оно показывает, хотя на этой карте изображен у нас Гаргантюа с жезлом, семеркой жезлов, но яблоко от яблони недалеко падает. И Гаргантюа является продолжением своего отца. Во многом он является и продолжателем его дел. И отношения между ними,
хотя и были как между отцом и сыном, но также они показаны как дружеские взаимоотношения, очень близкие, теплые и доверительные. С одной стороны, почтительные и уважительные, с другой стороны, отношения, в которых каждый пытается друг друга поддержать, в чем-то увещевать, наставить и научить. Поэтому я отнюдь не исключаю, что Гаргантюа совершенно впитал все эти качества, которые присущи его отцу. А в этом письме мы сейчас с вами увидим, каким являлся человек Грангузье, а следовательно, какими качествами обладал и его сын. Итак, само письмо. «Ты столь прилежно учишься, что я долго еще не выводил бы тебя из состояния философического покоя. Но вот горе. Бывшие мои друзья и союзники не пожелали моей старости и обманули мое доверие. А уж если таково предопределение судьбы, что мне изменили именно те, в ком я особенно был уверен, то и нет у меня иного выхода, как призвать тебя на защиту подданных твоих и по естественному праву принадлежащего тебе достояния. Ибо подобно тому, как любое оружие, находящееся вне дома, бессильно, коли и в самом доме некому подать совет, так же точно бесплодно учение и бесполезны советы, ежели они не будут вовремя претворены в жизнь и благой цели своей не достигнут. Я же не разжигать намерен, но умиротворять, не нападать, но обороняться, не завоевывать, но защищать моих верных подданных и наследственные мои владения от Пикрахола, который ныне, без всякого повода и основания ко мне вторгшись, пошел на меня войной, неуклонно продолжая злое свое дело, чинит вольным людям обиды нестерпимые. Я почитаю своим долгом утишить гнев всего тирана, удовольствовав его как могу. И уже не один раз я с дружественными намерениями посылал к нему моих людей, дабы узнать, кто, чем и как его оскорбил. Он же отвечает мне тем, что упорно отвергает мирные мои предложения и кроме собственных своих выгод знать ничего не хочет. Отсюда следствие, что вечный судья оставил ему как единственное кормило собственный его рассудок и волю. Воля же его не может не быть злой, коль скоро он всечасно не руководим божественной благодатью. И дабы вернуть ему сознание долга, и дабы пробудить в нем совесть, наслал его на меня. По сему обстоятельству, возлюбленный сын мой, прочитав мое письмо, ты как можно скорее возвращайся и поспеши на помощь. Не мне, хотя и мне ты должен был бы помочь из естественного чувства сострадания, но твоим подданным, коих ты обязан оградить и спасти. Подвиг сей тебе надлежит совершить ценою, возможно, меньшего кровопролития. И таким образом, благодаря наиболее разумным средствам, мерам предосторожности и военным хитростям, мы, быть может, сумеем спасти всех наших подданных, и, возвеселившись духом, они возвратятся в свои жилища. Да будет с тобою, дрожайший сын мой, благословение Господа нашего Иисуса Христа. Поклонись от меня Панократу, Гимнасту и Евдемону, твой отец Грангузье». Давайте, не отрываясь, перейдем к следующим главам, а затем будем просто в голове держать слова, написанные Грангузье к его сыну. Глава 30 о том, как к Пикрахолу был послан Ульрих Галле. Продиктовав и подписав письма, Грангузье приказал правителю своей канцелярии Ульриху Галле, человеку неглупому и здравомыслящему, выказывавшему свои способности и тонкость суждений при разборе многих запутанных дел, ехать к Пикрахолу и изложить ему все, о чем говорилось на совете. Добрый Галле тот же час отбыл и, миновав брод, спросил мельника, где обретается Пикрахол. Следующая глава, 31. Речь Галле, обращенная к Пикрахолу. Из всех поводов к огорчению наиболее важным следует признать тот, когда человеку, который по праву рассчитывал на милость и благорасположение, чинят ущерб и досаду. И не без основания, хотя его и нельзя считать достаточно разумным. Многие при таких обстоятельствах, рассудив, что лучше умереть, нежели терпеть подобную низость,
и, уверившись, что здесь ни силой, ни какими-либо ухищрениями ничего поделать нельзя, добровольно накладывали на себя руки. Однако же, говоря по чистой совести, еще тяжелее ему осознавать, что все эти злодейства и утеснения чинятся именно тобою и твоими людьми, ибо и ты, и твои деды, и прадеды испокон веков водили дружбу с ним самим и с предками его. И дружбу эту до сего времени нерушимую вы поддерживали, хранили и берегли как святыню. Так что не только он и его подданные, но и народы чужеземные, как, например, пуативинцы, бретонцы, мансонцы, а равно и живущие в Канарских островах и городом Изабеллою, полагали, что легче обрушить небосвод, а преисподнюю вознести до самых хлябей небесных, нежели расторгнуть союз ваш. Речь эта еще более длинная, нежели письмо отца к сыну, и она всячески взывает к разуму Пикрахола, взывая к тем славным временам, когда они дружили, и искренне не понимая, что же произошло, какая же такая причина, которую невозможно разрешить мирным путем, что аж потребовалось идти войною на друга своего. Глава 32. О том, как Грангузье для достижения мира велел возвратить лепешки. На этом кончил свою речь Галле, но Пикрахол на все его доводы ответил так. «Придите и возьмите, придите и возьмите. Они у меня молодцы, ребята, они вам наделают лепешек». Тогда Галле возвратился к Грангузье и увидел, что тот с непокрытой головой стоит на коленях в углу своей комнаты и молит Бога укротить гнев Пикрахола и образумить его, чтобы не нужно было применять насилие. Заметив вошедшего Галле, домряк Грангузье сказал: «А, это ты, друг мой, ну что нового, что нового?» «Все вверх дном», — отвечал Галле. «У этого человека ум за разум зашел, сам Господь от него отступился». «Так, друг мой», — сказал Грангузье, — «но как же он объясняет свои бесчинства?» «А он и не дал мне никаких объяснений», — отвечал Галле. «Он только проворчал что-то насчет лепешек. Кто их там знает? Чего доброго, его пекарям досталось от наших пастухов. Прежде чем вынести окончательное решение, я должен в этом разобраться», — объявил Грангузье. Он досконально разбирается в деле и отправляет не весь какое количество лепешек. Как очень часто в этой книге бывает, просто запредельное количество лепешек, коих, наверное, никогда не существовало во всем том королевстве. Глава 33. О том, как некоторые учителя Пикрахола своими необдуманными советами толкнули его на чрезвычайно опасный путь. Как скоро лепешки были отобраны, вы уже поняли, что произошло, к Пикрахолу явились герцог де Шваль, граф Буян, военачальник Молокосос и сказали ему: «Ваше Величество, сегодня вы у нас будете самым счастливым, самым непобедимым государем после Александра Македонского». «Наденьте шляпы», — сказал Пикрахол. «Весьма признательны, Ваше Величество», — сказали они. «Мы знаем свое место. Вот наш совет. Оставьте здесь небольшой отряд во главе с каким-нибудь военачальником. Этот гарнизон будет охранять крепость, которая, впрочем, представляется нам и так достаточно защищенной благодаря естественным укреплениям, а также благодаря крепостным стенам, возведенным по вашему почину. Армию свою разделите на две части, как вам заблагорассудится. Одна часть обрушится на Грангузье с его войском. В первом же бою она без труда разобьет его на голову. Там вы сможете огрести кучу денег. У этого мужлана денег уйма. У мужлана, говорим мы, ибо у благородного государя... У мужлана, говорим мы, ибо у благородного государя гроша за душой никогда не бывает. Копить – это мужицкое дело. Глава 34. О том, как Гаргантюа оставил Париж, чтобы защищать свое отечество, и как гимнаст встретился с неприятелем.
В эту самую пору Гаргантюа тотчас по прочтении отцовского письма, выехавший из Парижа на своей громадной кобыле, миновал уже мост Нанен, а вместе с Гаргантюа и Панакрат, Гимнаст и Евдемон, которые, чтобы не отставать от него, взяли себе почтовых лошадей, а босс с его книгами и философическими приборами двигался со скоростью обыкновенной. Прибыв в Парилье, Гаргантюа узнал от хуторянина Гуге, что Пикрахол, укрепившись в Ларош-Калермо, выслал многочисленное войско под предводительством военачальника Трипе захватить Леса, Вед и Вагодри, что войско это обобрало до нитки всех и вся, вплоть до самой Давильни Бельяр, и что совершаемые им злодеяния представляют собой нечто невиданное и неслыханное. Гаргантюа был всем этим так напуган, что не знал, как быть и что придумать. Панакрат, однако ж, посоветовал ему направить путь к сеньору де Лавогюйону, старинному их другу и союзнику, который может дать более точные сведения, и они немало немедля к нему и отправились. И теперь мы переходим, собственно, к главе, которая нас интересует. Глава 36. О том, как Гаргантюа разрушил замок при Ветском броде, и о том, как воины его перешли брод. Возвратившись из разведки, Гимнаст доложил, что собой представляет неприятель. Рассказал о той хитрости, благодаря которой он один справился с целой воинской частью, и в заключение объявил, что все они, канальи, грабители и разбойники, в военной науке ничего не смыслящие, и что Гаргантюа со своими спутниками может безбоязненно выступить в поход. Они без труда перебьют пикрахоловцев, перебьют как скотину. Выслушав эти донесения, Гаргантюа сел на свою громадную кобылу и вместе с вышеперечисленными сподвижниками тронулся в путь. А по дороге ему попалось высокое и раскидистое дерево, которое прежде обыкновенно называли деревом святого Мартина, потому что оно выросло из посоха, некогда воткнутого в землю святым Мартином. И при виде его он сказал: «Это-то мне и нужно. Из этого дерева я сделаю себе и посох, и копье». Затем он без всяких усилий вырвал дерево с корнем, обломал ветки и по своему благоусмотрению обчистил его. Кобыле между тем припала охота помочиться, и столь обильным оказалось это мочеиспускание, что вскоре на 7 миль кругом все было затоплено. Моча же ее стекла к Ветскому броду и так подняла в нем уровень воды, что вся шайка врагов, охваченная ужасом, потонула, за исключением очень немногих, тех, кто взял левей по направлению к холмам. Когда Гаргантюа приблизился к Ветскому лесу, Евдемон довел до его сведения, что остатки вражеских полчищ укрылись в замке. Тогда Гаргантюа, дабы в том удостовериться, закричал во всю глотку: «Вы там? Или же вас там нет? Если вы там, то больше вы там не будете. Если же вас там нет, то мне вам сказать нечего». Но тут негодяй-пушкарь, стоявший у бойницы, выстрелил в Гаргантюа, и ядро с разлета угодило ему в правый висок. Однако Гаргантюа ощутил при этом такую же точно боль, как если бы в него запустили косточкой от сливы. «Это еще что?» — воскликнул он. «Виноградом кидаться? Ну так мы заставим вас подобрать». Он и в самом деле подумал, что это виноградина. Разбойники в это время были заняты дележом добычи. Однако ж, заслышав шум, они поднялись на бастионы и башни и дали по Гаргантюа более 9025 бомбардирных и пищальных выстрелов. Причем всякий раз целились ему прямо в голову. И столь частой была эта стрельба, что Гаргантюа в конце концов закричал: «Панакрат, друг мой, от этих мух у меня рябит в глазах. Сломай мне ивовую ветку, я буду ею отмахиваться». Он вообразил, что свинцовые и каменные ядра – это всего-навсего слепни.
Панократ же ему объяснил, что это вовсе не мухи, а орудийные выстрелы, и что ядра летят из замка. Тогда Гаргантюа принялся колотить по замку громадным своим деревом, и от его мощных ударов все бастионы и башни разлетелись и рухнули. Тех же, кто находился внутри, так расплющило, что их костей нельзя было собрать. На этом все. Видим, что та часть, которая у нас относится непосредственно к нашей карте, она совершенно небольшая и говорит о том, что Гаргантюа со своими друзьями пришел к замку, который находится у Ветского Брода. И когда начали его обстреливать, он вначале принял эти обстрелы за нашествие каких-то мух, когда понял, в чем дело, просто развалил этот замок в щепки, погубив всех тех неприятелей, которые находились в нем. Но для чего нам нужна была вся эта предыстория? Для того, чтобы стало понятно, а что же, собственно, делает Гаргантюа. Не в буквальном смысле, что он стоит и размахивает дубиной. Что это в целом, что это такое? Это нападение, это защита, это отстаивание своих интересов, это борьба. Что он делает? Для чего это? От чего? Почему? И поэтому нам так был важен этот контекст. Нам так было важно понять, кто прав в этой ситуации, кто виноват, кто, условно говоря, является черным, а кто белым и пушистым. Кто здесь ведет праведную войну, а кто, получается, что бесчинствует. Как здесь вел себя Гаргантюа, как вел себя его отец Грангузье. И должен сказать, что Грангузье, пока дождался Гаргантюа, он всякими возможными способами пытался избежать этой войны. И с одной стороны, можно даже было показаться, что он себя вел с позиции слабого человека. Во всяком случае, так убеждали полководцы в том вражескую сторону. Так они убеждали Пикрахола, говоря, что, мол, он мужлан, он испугался, он боится, денег у него немерено, он с жиру бесится, никакой не воин, не военачальник, ибо у таких деньги не задерживаются. Дескать, мы сейчас на него нападем, сотрем его в порошок плотненько и поживимся хорошенько. Но сила здесь заключалась в другом. Сила заключалась в том, что он-то возлагал все свои надежды, во-первых, на Господа. Во-вторых, помните, он говорил о том, что это хорошо, что Пикрахол напал на меня. Это для него как последний шанс, чтобы я его предостерег от страшной беды, которая может с ним случиться. Ибо если он напал бы на кого-то другого, то тот, кто-то другой, его враг, настоящий, истинный, он бы давно уже не размышлял и не раздумывал над тем, что ему сделать с Пикрахолом, и уничтожил его. А Грангузье, он же хотел всячески наставить на путь истины Пикрахола. А тот, дурак, балбес безмозглый, воспринимал его как слабого человека. Но речь все-таки больше о Гаргантюа, хотя я говорю, яблоня от яблони недалеко падает, поэтому есть смысл также посмотреть на то, какой был отец. Я предлагаю теперь после этого повествования уже разобраться чуть более подробно относительно того, как у нас в классическом прочтении тарологи объясняют эту карту, что в ней скрыто, что спрятано. Кстати говоря, в прошлые разы я об этом забывал, но давайте также в голове держать о том, что нам предшествует карте. Я не знаю, немножко сейчас не ориентируюсь в зеркальном отображении. В общем, вспоминаем, что есть перед семеркой жезлов шестерка, а после семерки жезлов есть восьмерка. И понимание того, какая ситуация предшествовала семерки жезлов и какая будет следующая, нам также полнее помогают эту карту раскрыть. Давайте напомню о том, что шестерка жезлов, она отображает нам человека-лидера, который лидер признан, который восседает на коне, который с венком победителя, который делится своим опытом, потому что на самом деле он чего-то достиг, и эта победа абсолютно оправданная, заслуженная, признанная всеми остальными. Но в какой-то момент появляется оппонент, который ставит под сомнение, а правда ли ты достоин того высокого звания, которое тебе некогда было подаровано, оказано, завоевано и так далее. Следующая карта у нас, мы ее уже с вами разбирали, это
было библейское повествование, и там шла речь у нас о Самсоне. Но в большей степени по поводу того, что это у нас 8-й зодиакальный дом, это у нас смена эгрегоров. Так уже в 2 словах буквально сейчас вам скажу. Это как у нас, помните, мы там еще разбирали с вами «Титаник», пример с «Титаником» точнее был. Это как-то фраза «неслучайные случайности», когда как будто бы Божье провидение так все организовывает, так все складывает, что твои приложенные усилия, они как будто бы удваиваются, как будто бы кто-то за тобой стоит, который помогает тебе. То есть урок, пройденный правильно по 7 жезлов, урок, пройденный так, как Гран-Гузье хотел его пройти, когда он всецело полагался на Господа, когда он хотел отстоять свои земли, свои права, когда он хотел защитить свой народ мирным путем и все делал возможное для того, чтобы не проливалась кровь. Это как раз и есть правильный проход этой карты, чтобы перейти в 8 жезлов. Но давайте разбирать уже подробнее саму 7. 7 жезлов в раскладе часто указывает не столько на проблему, сколько на ресурс вопрошающего. Это, наверное, одно из самого главного, что вы должны вынести из сегодняшнего урока по этой карте, что вы должны запомнить. Это не столько проблема, с которой человек столкнулся и в которой он оказался. Да, она имеет место быть. Да, мы понимаем, что на страну-утопию напал Пикрахол III, и это проблема, побольше большинства проблем наших с вами. Но эта карта скорее говорит о ресурсе. Почему о ресурсе? Почему? Что здесь такого? Как мы можем эту карту прочитать в будущем, когда она нам выпадает на какой-то практический расклад? Давайте сейчас будем разбираться, почему о ресурсе. Но давайте пока просто запомните это себе как данность примите. С одной стороны, она возвещает неприятности. В том смысле, что имеет место непростая ситуация. Возможно, чье-то вмешательство в наши личные дела, кампания по противодействию, попытка лишить нас чего-либо или помешать чего-то добиться. А с другой говорит о блестящих шансах на победу. Почему по этой карте? Я думаю, вы все знакомы с классическим прочтением. Здесь человек стоит на возвышении, он заведомо занял более выгодную позицию, и хотя вокруг него много жезлов, в 6 раз больше, чем он сам составляет некую силу, но его положение настолько удачное и выигрышное, что по большому счету ситуация не воспринимается такой уж патовой и неразрешимой. И здесь явная проблема объективно может показаться более неразрешимой, потому что врагов, трудностей, проблем намного больше, чем человек в состоянии перенести и выдержать. Но в том-то и дело, что в этой карте заложен огромный потенциал, как там написано, ресурс вопрошающего здесь просто огромен. Это карта устранения соперников в делах и в любви. Даже если кажется, что атакуют превосходящие силы, 7 жезлов четко сообщает, что преимущество на стороне вопрошающего. Даже если превосходящие силы, то преимущество не за ними. Это просто волшебная карта. Если человек, столкнувшись с какой-то проблемой, обращается к вам и выпадает эта карта, естественно, если остальные в раскладе не противоречат, то можно просто его поздравить, потому что он выйдет не то чтобы сухим из воды, он выйдет победителем. Даже там, где, казалось бы, все потеряно. Она призывает отстаивать то, во что мы верим и что считаем ценным. Если по этой карте не совсем это понятно, то вот на праведных людей, на королевство-утопию ни с того ни с сего, с бухты-барахты нападает какой-то злой царь, который грабит, убивает, насилует, отбирает, забирает и уничтожает. И, конечно же, это праведная война. И, конечно же, она призывает, эта карта, отстаивать то, во что мы верим и что считаем ценным. Она советует не идти на уступки и не предавать свои принципы. Кстати, мы еще с вами не разбирали 7 мечей, но я думаю, что вы с ней все знакомы.
семерка это, семерка мечей также, но там все-таки, если вы со мной согласитесь, не пахнет такой уж праведностью, не пахнет такими принципами. Там скорее пахнет хитростью, пусть может быть военной, когда человек забирает, ворует мечи, составляя какие-то хитроумные комбинации, чтобы выиграть бой. А здесь, по жезлам, это вот прям как гран-гузье. Прямой, незамысловатый, но при этом искренний, открытый, бесхитростный человек, который просто отстаивает высшие какие-то, если хотите, не то чтобы интересы, принципы. Иногда ее появление сообщает о том, что только совершив воистину отчаянный шаг, можно выиграть безнадежное дело. Помните в начале, я вам читал, в смысле не в начале всего повествования, перед тем, когда Гаргантюа непосредственно напал на замок, когда он услышал о том всем, что происходит, он испугался даже. Он опечалился, он не знал, что делать, советовался с друзьями. Потом, по совету друга, они обратились к давнему другу семьи, у него просили помощь, дабы разузнать, как там все поистине, как обстоят дела. То есть он, не сломя голову, ринулся в бой. И действительно потребовалось от него волевое какое-то усилие и пойти на отчаянный шаг. Он ведь не знал доподлинно, победит он или нет. Потом в самом бою мы уже видим, и это очень хорошо с Гаргантюа отыгрывается, что у него настолько было явное преимущество в этой битве, что ядра с порохом, они воспринимались им как мухи какие-то, как слепни, которые на него нападали. И он просил у Панкрата ивовую ветку, чтобы просто отмахиваться от них. То есть явное преимущество, которое даже по этой карте не так и прослеживается. Здесь великан. Ну что против великана могут сделать вот эти муравьи? Ничего. Он взял дерево, вырванное с корнем, ударил раз 10 по замку, и он тут просто рухнул, накрыв всех врагов под развалинами. Но изначально на это нужно было решиться. Он испугался, он не знал, он боялся. Есть такая пословица: храбрым считается не тот, кто ничего не боится, а кто может бороться со своим страхом. Вот это как раз есть храбрый человек. Если уж мы говорим о храбрости, то это точно про Гаргантюа. Он не был просто бесшабашным, он боялся, он советовался, он думал, как поступить, на какую хитрость пойти. Давайте теперь поговорим о том, как эта карта может у нас отыграться в наших разных сферах. И традиционно начнем с саморазвития. Что именно мы по этой карте можем вынести? Предположим, что задаем мы вопрос самому себе, условно говоря, на что мне стоит обратить внимание, над какими чертами характера поработать, или столкнувшись с какой-то проблемой, своей лично, либо человека, который у нас спрашивает, нашего клиента, который не может понять, что же такое происходит в его личной жизни, почему что-то там не ладится. Вы сами знаете, как часто бывают сформулированы подобные вопросы. В общем, саморазвитие. Человек по семерке жезлов в той или иной форме сопротивляется внешнему миру. Он справляется с соперничеством, конфронтацией и прочими проблемами с помощью упорства и самообладания. То есть, с одной стороны, это у нас внешние какие-то проявления, это внешние какие-то трудности, но борьба происходит изнутри человека идет. То есть что-то там внутри него, это не благодаря его каким-то латам, не благодаря его какому-то внешнему обмундированию, а благодаря именно его чертам характера, которые, возможно, ему нужно теперь развить здесь и сейчас. Перестать бояться. Вот он боялся, теперь нужно перестать бояться. Легко сказать, трудно сделать. Когда действительно поджилки трясутся от страха и колени подгибаются, а ты понимаешь, что никто не решит эту задачу. Только ты сам можешь ее решить. И тут, конечно, на помощь тебе приходят тарологи, которые, вытащив эту карту, говорят: можешь ничего не бояться, у тебя заведомо выигрышное положение. Человек распрямляет плечи и с гордо высоко поднятой головой идет и поражает своего врага. Бывает, что человек семерки жезлов отрицает духовные ценности и предпочитает целиком и полностью полагаться на свою сноровку, смекалку, боевые навыки и прочие элементы низшей воли. Это тоже такая вот ситуация немножко хождения по тонкой грани, когда человек отвергает некие божественные проявления, он отвергает то, что в помощь ему может быть дано свыше,
какая-то сила, какое-то Божье провидение, и всецело полагается только на себя. Я бы сказал, что это в большей степени может быть негативное прочтение карты, если такая ситуация имеется. Либо же это может быть как урок, на что человеку стоит обратить внимание. Если он, предположим, самостоятельно долгое время уже не может справиться со своими силами, тогда возможно, что причина в том, что ты полагаешься всецело только на себя. Тогда, может быть, стоит тебе копнуть чуть глубже и подумать о том, какую помощь ты можешь получить извне. Он обычно, этот человек, хорошо ощущает свое превосходство над другими людьми, умственное, физическое, финансовое, профессиональное или еще какое-то. То есть человек по этой карте, он не заблуждается, он прекрасно осведомлен, что он великан, что в принципе ему это все нипочем, эти яндры летящие, их можно отмахиваться от них и отбиваться просто рукой. То есть человек явно знает, в чем его преимущество, если карта у нас прямая, имеется в виду. Это мастер тушить пожары, вызванные его же собственной недальновидностью. Нагромождение жизненных проблем из-за отсутствия систематичности в действиях – привычная для него ситуация. То есть это как некое предупреждение, а почему это все происходит? Почему тебе постоянно приходится отстаивать, отбиваться от чего-то? Потому что в тебе причина. Ты сам накапливаешь эти проблемы, ты сам их притягиваешь, ты сам создаешь эти проблемы, а потом их с успехом решаешь, дескать, какой я молодец. Это борьба с засильем низших устремлений духа с материей, которые настолько велики, что просто нужно быстрое действие и отвага. Можно смело браться за дело, даже если оно кажется почти безнадежным. Это как скорее совет, может быть. Как предупреждение, наоборот, не бросаться с головой в бой, стоит немножко остановиться, задуматься, может быть, собрать чуть больше информации, прежде чем действовать наобум. В карьере как эта карта может отыгрываться? По этому аркану проходит решительное отстаивание собственных планов и интересов. В принципе, я думаю, что сама по себе карта, она настолько интуитивно понятна в своем прочтении. Гаргантюа находится перед лицом врагов, и ему нужно защищать свое королевство. То есть ему нужно отстаивать свои интересы. Ему нужно исходить и победить. Но это победа праведная. Он не нападает, он защищается. Ситуативно нападает, но в целом в разрезе войны он защищается. И данную тематику можно растянуть на абсолютно любую сферу. И стоит также напомнить, что эта карта не про нападение, не про защиту. Она про ресурс человека, она про его выгодное положение, про то, что он великан. Он все может, он сможет преодолеть врагов, которые на первый взгляд, казалось бы, да не на первый, которые на самом деле объективно превосходят его силой и численностью. Но карта, выпавшая в раскладе, эта карта, она говорит, что ты сможешь справиться. Это карта переходного периода, когда надо быть готовыми спешно менять многие планы, а какие-то и вовсе выбросить за ненадобностью. То есть как отстаивание по жезлам очень часто вот идет, да? Есть жезл один у человека в руке и есть 7 других. Если перенести это всю эту ситуацию не на внешних врагов, а на внутренних, то что это значит? Это значит, что внутри есть также какие-то другие жезлы, но вам-то нужен всего один, вам нужна одна точка зрения, одна позиция, одно какое-то мнение. Из множества планов один план, остальные нужно отсечь, убрать, как вариант. Это может быть некий переходной период в карьере, имеется в виду в процессе работы, когда надо быть готовым спешно менять многие планы, а какие-то и вовсе выбросить. Сложно просто по Гаргантюа говорить о том, что и жезл у него в руке, и вот эти маленькие людишки являются суть одним и тем же. По этой карте чуть проще воспринимается, потому что здесь все орудия одинаковые. Что те, которые на него нападают, что то, которым он защищается, отбивается.
В то же время карта предвещает успехи в делах. Усилия по удержанию своих позиций окажутся успешными. Ну, естественно, если другие карты расклада этому не противоречат. Победа в конкурентной борьбе. То есть, в принципе, снова и снова и снова мы говорим о том, что это победа. По ней возможны также различные конфронтации, но у вопрошающего есть прекрасная возможность выйти из них победителем. Снова-таки, да, это может также описывать не только победу. Если еще ничего, условно говоря, не произошло на работе, то такая карта может предвещать, что это произойдет, но потенциально уже ты должен, мой друг, понимать, у тебя будет все хорошо. Иногда необходимость защищать репутацию, противостоять домыслам и сплетням в коллективе, бороться с подсиживанием. То есть такая какая-то скрытая борьба может быть также. В принципе, и здесь-то нападение тоже было. Никто не объявлял войну, никто не вышел, не прислал письмо Грангузье, дескать, вот, мы такого-то числа на такой-то город нападем, выходите на поле драться. Или, как раньше бывает, мы выставляем своего богатыря, а вы против нас своего. И мы, значит, и решим. Нет, тут никакой доблести речи не идет. Здесь как раз наоборот какие-то подковерные игры, что-нибудь такое закулисье какое-то. И все это может привести к тому, что человек начнет от этого отбиваться. По этой карте человек имеет все шансы отстоять себя на работе, свое дело, свое место под солнцем. В принципе, карта не исключает того, что будет трудно и что будет борьба, но обязательно нужно добавить «но». Она вам пророчит жезл победителя. В финансах это карта прибыли и выгоды, традиционно соответствующая торговле, коммерции. Чтобы получить прибыль, придется приложить усилия. Но при тщательном планировании своих действий все получится. Хотя, если говорить прям о доходе по этой карте, если, опять же, нет соответствующих или отдельного вопроса, который показывает конкретный размер дохода, то именно по этой карте размер дохода будет не особенно большим. В отношениях. Как же эта карта будет проигрываться в отношениях между близкими людьми? Человек, описываемый этой картой, чувствует себя в беде, но знает, что у него есть шансы победить. И делает все, чтобы отвести угрозу разрыва. 3 немаловажных момента, которые стоит выделить в этой карте, которые только в таком случае работают. Имеется в виду, ситуация будет отображена этой картой. Тут уже хотите воспринимать это как совет, который будете давать человеку, или просто как описание ситуации, которая уже была, если это речь идет о том, чтобы заглянуть в прошлое, или произойдет, если мы хотим понять будущее. Первое. Человек чувствует, что в беде. Это раз. Беда, что? Беда – это вот эти вот напавшие враги. Второе. Человек знает, что у него есть преимущество. У него есть шансы победить. И третье. Он делает это. Это карта действий. Помните, неоднократно, не на каждой лекции, но частенько я напоминал о том, что смотрите, что изображено на карте. Она динамичная или статичная. Можете сразу вспомнить почти все четверки. Они являются статичными, если мне память не изменяет. Я сейчас пытаюсь мысленно прокрутить в голове. Четверка пентаклей тут так или иначе всплывает. Когда человек сидит, обложился этими пентаклями, он никуда не движется. Динамика в чистом виде, 8. Шестерка, тут есть динамика, но мы понимаем, что скорее такое празднование некой какой-то победы. Динамика, как поделиться своим опытом, который ты уже прошел. В общем, 3 действия, если мы говорим, это не только отношений касается, это может касаться всех остальных сфер. То есть человек понимает проблемность ситуации. Второе, он понимает, что он находится в выигрышном положении. И третье, он обязательно действует. Он не Гаргантюа бы ничего не сделал, если бы, помните, он там сдрейфил и не пошел. Что тогда случилось бы? Они бы разграбили дальше все его королевство, все его царство. Поэтому действие обязательно. Без действия человек потом к вам придет, скажет, вот ты мне сказал, а
а у меня ничего не получилось. Стоит спросить, как ты действовал в этой ситуации. Часто эта карта указывает на тяжелый период отчаянной борьбы за отношения, которым что-то угрожает и которые надо спасать. Может указывать не только на наше выигрышное положение, но и в целом на период борьбы. То есть указывать на вот этих маленьких бегающих людишек, которые хотят разрушить твое королевство, они хотят разрушить твою идиллию, твои замечательные отношения, которые были выстроены как этот самый замок, как это королевство. Они грабят его сейчас. Может просто описывать эту ситуацию. Персонаж на карте мобилизовал все силы, чтобы защитить любовь, которая подвергается явной, не воображаемой, как по девятке мечей, например, а явной угрозе. Он намерен решительно и упорно отстаивать свои позиции, защищать свое право и свои интересы и пребывает в высоком напряжении. Да, тоже момент немаловажный. Несмотря на то, что человек находится и знает об этом в заведомо выигрышном положении, легко не будет. Потенциально он его выиграет, но это потенциально только если ты приложишь усилия. Это недарованная тебе победа, которая спустилась с небес, как манна, и тебе не нужно ничего делать, все решил за тебя Господь Бог. Нет, ты должен взять этот жезл в руки и махать им, отбиваться от этих ядер. Да, смешно читать или интересно читать о том, как эти ядра летели, и они были как мухи, он от них отмахивался, и они ему не причиняли вреда. Но в тот момент, наверное, страшно было всем. Одно дело понимать свое выигрышное положение, другое дело оказаться в неприятной ситуации на работе, когда на тебя давит начальство, сотрудники, кто-то тебя подсиживает. Тут тебе таролог, которому ты, конечно, доверяешь, сделал расклад и показал, что вот семерка жезлов, ты сможешь отстоять. Но это не отменяет самой проблемной ситуации, в которой тебе и нужно будет отстаивать. Это как экзамен, тебе говорят, что ты его сдашь, но это же не значит, что у тебя уже в зачетке стоит отметка положительная. Нет, это значит, что тебе нужно будет физически туда прийти, вытащить билет, волноваться, переживать, отвечать, вспоминать все эти слова, писать какие-то формулы. Действие происходит. И тут, в общем-то, судьба, она такова, что от твоих действий многое зависит. Ты можешь и испортить ситуацию, в конце концов. В любви та же история. Человек пребывает в высоком напряжении по этой ситуации. Он борется, он что-то отстаивает, но при этом это нелегко. Стоит напомнить, что отстаивание своего может быть как от внешних реальных угроз, посягательств, так и внутри самой пары. Впрочем, нередко это и прямо внутренняя борьба одного из участников пары. То есть это может быть третья какая-то сторона в паре завелась, но это же может быть и борьба внутри самой пары. Здесь соперником может оказаться твоя половинка вторая. Человек, описываемый семеркой жезлов, неуступчив и упрям. Компромиссы не его стихия, ему хочется настоять на своем буквально во всем. То есть человек, который этой картой изображен, он будет неуступчив, он будет неуклончив в своем мнении, и с ним будет трудно договориться, если мы говорим о том, что одна половинка пары и вторая приняли вот эту самую конфронтацию, и они сейчас выглядят как Пикрахол и Грангузье, некогда два друга, которые стали врагами. Иногда эта карта описывает сильное давление со стороны партнера. Или на него. Тут уже кто это. Либо на тебя оказывается давление, тогда ты, тогда ты Гаргантюа, а на тебя оказывается давление пушечных ядер. Либо ты те маленькие людишки в замке, и на тебя оказывается давление вот этой дубиной, которая крушит замок, и на тебя валятся обломки. Или. Если эта карта выпадает и описывает ситуацию того, что происходит в паре. Нет внешних врагов. Ищи врагов внутри семьи. Выпадая одинокому человеку. Да, и такое может быть. Семерка жезлов может сообщать, что он сам кузнец своего счастья. Он сам усердно защищается от любых потенциальных партнеров и из принципа отказывается вступать в близкие отношения, пребывая в добровольной изоляции.
он сам отбивается от этих вот партнеров, которые к нему хотят пробиться, добиться. Человек добровольно желает оставаться сам на такой позиции. Позиция персонажа на карте возвышает его над всеми и помогает держаться отдельно от окружающего мира. Партнеры рассматриваются либо как недостойные, либо как потенциально угрожающие личной безопасности или жизненной позиции, или жизненной безопасности. То есть человек создал себе некий мир, создал себе некую, если хотите, страну-утопию. Тут внешне появляются какие-то пикрохоловцы маленькие и хотят посягнуть на его маленькую страну. Но его маленькая страна подразумевает одного человека, одного правителя. Второму там не место. Даже если этот второй совершенно с искренними намерениями, с расстегнутой блузкой спешит в объятия к любимому человеку. А он говорит: нет, стой, я хочу остаться один. И он отбивается этими самыми жезлами. Почему такое может происходить? Могут, во-первых, подсказать, естественно, что другие карты расклада или какой-то отдельный вопрос, отдельный расклад. Но если человек когда-то уже подвергся нападению и сильно обжегся, неудивительно, что он обороняется и, как говорится в пословице, дует на холодное. Однажды человек обжегся, теперь дует на холодную воду. На молоке обжегся, дует на холодную воду. То есть какой-то негативный прошлый опыт может заставлять человека даже в, казалось бы, нормальной ситуации с нормальным человеком вести себя как с врагом. Помните вот эту пословицу? Не пословицу, а сказку по поводу того, когда пастух кричал «волки, волки», и прибегали, кто там, лесорубы прибегали. Он все время шутил, а когда в конце концов действительно волки напали, он звал, никто уже не прибежал. Человек, состоящий в браке, по этой карте может проявлять стойкость, отбиваясь от кого? Правильно, от каких-то внешних прихлебателей, которые хотят пробиться в его семью и разрушить ее. Присутствие дьявола в раскладе будет показательным, если что. Если таковых влияний не прослеживается, то это карта отсутствия любви и согласия в паре. Тогда мы возвращаемся к сценарию, когда в этой паре противостояние происходит внутри, когда врагом является твой партнер. Это не внешние враги, это будут, получается, уже враги внутренние. Да и в целом любую из карт мы можем читать, конечно, разными способами, но имею в виду в плане воздействия, это могут быть какие-то внешнее противодействие, внешнее давление, какие-то внешние посягательства, но и внутреннее. Что значит внутреннее? Внутреннее наше лично, то есть это у нас может быть какое-то терзание внутри, и мы должны отбиться от каких-то желаний, которые на нас как враги нападают. А мы хотим сохранить, если хотите, там какую-то чистоту по отношению к нашему партнеру, и мы отбиваемся не от реальных девушек или парней, а от потенциальных своих желаний, которые внутри у человека возникают. Тогда это сугубо внутренняя борьба. Внутренняя имеется в виду как внутри ячейки общества, внутри семьи, если ее рассматривать как единый цельный организм, как себя самого. Помните, как там прилепится душой муж к жена к мужу, и они уже будут двое, как один. Человек уходит от своей матери и отца и прилепляется к своей жене, и вот они уже двое, как одна плоть. Ну, в Библии так написано. В реверсе, в общем и целом, я здесь сделал себе пометочку, может быть, не всегда я это проговариваю, но в негативном прочтении, в перевернутом, кто пользуется таковыми перевернутыми картами, или в негативном просто прочтении, то есть что плохое мы здесь можем в этой карте прочесть. Это может быть, как говорят, недобор или перебор ситуаций, то есть перегиб палки, да, то есть уже, я не знаю, мне почему-то проще всего представлять в виде циферблата часов. То есть, когда карта прямая, обе стрелочки указывают на 12, и минутная, и часовая. Когда это перевернутая у нас карта, это у нас указывает на 5:30. Но это же у нас, некая динамичная такая позиция. То есть, может быть, недобор еще до 5:30, а может быть уже и перебор, прям перегиб. Не знаю, насколько такой пример для вас будет понятен и удачен. Возможно, он несколько вам
поможет также вот этот недобор, перебор, вот эти вот качания, качели осознать, понять, запомнить и применять на практике. То есть, с одной стороны, если мы говорим о недоборе, это может быть неуверенность, не хватает огня, некомпетентность, неспособность, что? Увидеть явные преимущества своей выигрышной позиции. А с другой стороны, это будет у нас как перебор. Не время философствовать, надо действовать, лучше плохо, чем никак. Попросту говоря, Кверинт явно переоценил выгоду своего незыблемого положения. То есть в одном случае недооценил, выгода положения никуда не девается. Человек как стоял, так и стоит на горе. Он как был великаном, так великаном и остается. Здесь получается так, ты либо недооцениваешь, либо переоцениваешь себя. Вот это и есть недобор, либо перебор. Ну, в данной конкретно этой, например, карте. Можете данный пример применять ко всем остальным. Работает так же. Другие говорят, что в перевернутом положении карта символизирует беззаботность, нежелание излишне концентрироваться на той или иной проблеме, избегание всего мрачного, унылого, чрезмерного. Визуально может быть похоже, что конфликт сходит на нет. Например, да, вот такое, что конфликт сходит на нет. Опять же, динамику нужно смотреть в этом вопросе уже по соседним картам расклада. Я предлагаю сейчас тогда переместиться в 7-й зодиакальный дом. Мы его уже сами разбирали. Знаете где? Мы его разбирали в короле мечей, мы его точно разбирали в королеве мечей, ну и, конечно, мы разбирали его в карте Высший суд, не Высший суд, в карте правосудия, Justice, юстиция, там, где мы говорили о Соломоне. Там также у нас был эти самые весы, 7-й зодиакальный дом. Но не лишним будет напомнить, даже для тех, кто смотрел все эти уроки, повторение мать учения. 7-й зодиакальный дом – это у нас весы. Если мы сразу посмотрим на нашу табличку, вот он 7-й дом, это брак, отношения, деловое партнерство. 3 слова, но все они говорят о том, что есть 2 стороны, 2 чаши весов. Отсюда у нас, в общем-то, и весы. Противоположный дом, сразу имеет смысл также о нем сказать, это у нас будет 1-й, личность. Тут брак, в противовес личность, 1 единица. Внешность, взгляды на жизнь, самооценка. Если мы говорим о знаке зодиака, то это Овен. И я думаю, вы знаете, для того, чтобы раскрыть полнее тот или иной дом, либо знак зодиака, всегда стоит смотреть на противоположный. Для того, чтобы оценить Луну, нужно думать про Солнце и наоборот. Символические управители 7-го дома – весы. Венера кульминирует Сатурн в заточении Марс, в падении Солнца. 7-й дом представляет оппонента. В его качестве могут выступать не только человек, но и группа людей, ситуация или даже мир в целом. Но чаще всего оппонент материализуется в виде человека, который воспринимается как партнер или отчетливый враг. На определенном уровне развития это могут быть фигуры внутреннего мира. Давайте мы остановимся на том, что прочитали, и еще раз вернемся к нашей карте и проговорим. Во-первых, есть 2-я сторона обязательно. По 7-му дому, по 7-му аркану, по 7-ке жезлов есть 2-я сторона. Есть мы и есть оппонент. Оппонентом 2-й стороной может быть кто? Может быть партнер, а может быть отчетливый враг. Если мы говорим о ситуации, когда это внутри нас проигрывается, то вот этот самый оппонент, враг, это может быть и личность, точнее фигура внутреннего мира. Снова-таки возвращаемся к тому, что вполне возможно, что идет отбивание от наших собственных внутренних желаний. Вот есть Евгений, вот такой вот, а есть вот такой. И таких штук 7 набирается внутри. Но один из них главенствует и занимает какую-то лидерскую позицию. Вот он и начинает мутузить всех остальных. Ибо он отстаивает какие-то высшие идеалы и интересы, какие-то свои принципы. А вот эти все
он хочет убрать. Это тогда будет внутренняя борьба. Внешняя, в общем-то, она чаще всего и будет проигрываться. Имеет смысл также сказать, что в виде этих врагов, врага точнее, могут быть и враги, то есть какая-то группа людей. Отличительной чертой 7-го дома является акцент внимания, стоящий на оппоненте, при фоновом внимании, которое сосредоточено на самом человеке. Это прям противоположность 1-му дому. Следует подчеркнуть отличие агрессивной внешней среды, это 2-й дом, от врага по 7-му дому. То есть во 2-м доме есть внешняя среда, но она абстрактная такая. А по 7-му дому это нечто такое уже вполне себе осязаемое, которое можно потрогать, распознать, понять, что грозит, увидеть, конкретизировать. Пока опасность потенциальна и несколько несущественна, что внимание человека сосредоточено на себе, вполне может быть включен 2-й дом. Хотя и не в самом приятном варианте. Например, человек идет вечером по глухому лесу с хищными зверями, которые, пока не проявились. В целом мир внешний враждебный, ситуация страшная и опасная, но ничего конкретного тебе еще пока не угрожает. А вот когда из лесу выбежит волк, и ты с ним столкнешься, включается 7-й дом. И давайте теперь поговорим с вами о 4 уровнях развития, прокачки этого самого 7-го дома, от 1-го до самого последнего 4-го. Как человек может включать этот дом в своей жизни, развивать его, и как это может проявляться. Можете, кстати, каждый себя проанализировать, к какому уровню вы себя относите, на котором вы находитесь в взаимоотношениях с противоположными людьми, в браке, если хотите. На 1-м уровне прокачки 7-го дома человек видит врага. Когда он видит врага, перед его внутренним взором возникает надпись огненная «Убивать или убьют меня», что и программирует его дальнейшие действия. Тут, в принципе, дальше будет понятен сценарий, какие могут развиваться действия. Здесь идет четкое противопоставление себя враждебному миру, который воплощается в соответствующих фигурах конкретных врагов. При этом возможно или безудержное самовосхваление, особенно своих боевых качеств. Сразу хочу сказать, очень тогда хорошо включится 1-й дом, очень хорошо включится Овен, очень мощно проявится я, индивидуальность, я непобедимый, Марс прямо так будет мощно. Хотя здесь Марс в заточении, но вот как раз при слабом 7-м доме Марс как бы вырывается наружу, он говорит: «Пустите меня, я не хочу сидеть в 1-м доме, я хочу в 7-й дом, там тоже мое место». И он вырывается сквозь эту низкую прокачку 7-го дома настолько, что это начинает, вместо того, чтобы сидеть в рамках личности одного человека, оно начинает вырываться наружу, ища вокруг врагов, попишу, порежу сейчас всех. Значит, при этом возможно или безудержное самовосхваление, особенно своих боевых качеств, или при слабой энергетике, наоборот, самоуничтожение и пресмыкание перед врагом, в тайной надежде со временем обрести силу и поменяться с ним ролями. Вот это вот негатив, злость, еще раз, убивать или убьют меня. Вспоминайте назойливых каких-то уличных собак, которые на вас нападают, вот они такие грозные, агрессивные, но как только вы делаете вид, что наклоняетесь за камнем, они, бывает, поджав хвост, убегают и визжат, хотя вы объективно ничего им плохого не делаете. Но как только вы распрямляете спину и снова дальше продолжаете, как ни в чем не бывало, они тоже, как ни в чем не бывало, забывают, что только что они присмыкались перед вами, снова пытаются на вас напасть. Вот, если хотите, это вам будет 1-й уровень прокачки 7-го дома. Вот это вот собака, которая вот так вот может резко переключаться. То она вот такая сильная и непобедимая, то она начинает присмыкаться в надежде, что обретет силу и таки нападет и одолеет вас. Особенно ярко это обстоятельство выражено в отношениях с женой.
или мужем, которую человек даже в ситуациях отчетливой кооперации, то есть взаимодействия, воспринимает как врага, старательно высматривает признаки враждебности. И что? Правильно, всегда их находит. Кто ищет, тот всегда найдет. Если высматриваешь, непременно найдешь. Что-то ты да найдешь. Как ты меня задолбал, да? Начинается большинство таких разговоров. На втором уровне прокачки 7-го зодиакального дома образ врага уже, знаете, не столь однозначен. Хотя отношение к нему по-прежнему личное и деструктивное. Человек может признать за ним определенное достоинство, да, доблесть, искусство владения оружием, но склонен не столько этому учиться, сколько стараться противопоставить что-то свое. Оппонент не всегда воспринимается как личный враг, то есть происходит частичное отделение 7-го дома от 1-го. Возможны даже случаи благородного отношения к нему, особенно когда враг поверженный лежит у ног победителя. Таким образом, к врагу возможно даже уважение, мол, это был опасный враг, но я победил тебя. Умный враг поднимает человека в его глазах, верно. Он рассматривается как, в любом случае, антагонистическая фигура, с которой никакие компромиссы невозможны. Ты враг мне навеки, никогда тебе не прощу, не умоляй даже меня, как бы ты в ногах не валялся, мы с тобой идем разными дорогами, мне с тобой не по пути. И если мы будем с тобой сталкиваться, то всегда будем врагами. Вот такая примерно будет позиция на 2-м доме. А если уж и случается какая-то стычка, какой-то конфликт, то человек, в отличие от 1-го дома, вместо того, чтобы поджать хвост и завизжать, как та собака, и убежать, может признать такие, да, вот. С другой стороны, скорее признает, когда он его победит, что ты хорош, ты знаешь, все-таки не так-то легко было тебя одолеть, но я сумел. На 3-м уровне проработки 7-го дома человек склонен делить сферы влияния. Начинает понимать, что его враги – это часть его кармы и пытается осмыслить их роль в своей жизни. Как я жалею, что то письмо написал Гран-Гузье, а не Гаргантюа. Потому что те мысли, которые высказал Гран-Гузье, они точно соответствуют как минимум 3-й прокачке 7-го зодиакального дома. Когда человек, он не видел в Пикрахоле, а он уже напал на этот момент на один из его городов, он уже дошел до какого-то рубежа. При этом Гран-Гузье знал о тех всех бесчинствах, о тех разграблениях, о тех разрушениях, которые он производил. Но он все еще не видел в нем врага, он все еще видел в нем своего друга. И он, обращаясь к Господу, говорит, как хорошо, что Пикрахола ты ко мне отправил, ведь я могу его вразумить. Ведь не может же быть такого, чтобы нельзя было разрешить какую-то войну словами. Не может такого быть. Я не зачитывал все эти главы, но благородное поведение Гран-Гузье там просто во весь рост. Это одни из тех моментов, когда я говорю вот эти всякие смешные вещи, подтирание гусятами пушистыми, и то, как люди испражняются, и какие-то непонятные длиннющие списки еды, которые они поедают, перемешиваются вот с такими возвышенными вещами, как, например, письмо Гран-Гузье Гаргантюа и ряд других философских мыслей и рассуждений. Мы сейчас говорим о 3-м уровне прокачки. Во-первых, человек во многом перестает относиться к врагам лично, понимая, что они посланы ему судьбой, и старается понять, для чего именно. Не исключаем, что враг появился, он есть. Вопрос на 3-м уровне. Почему? Почему, во-первых, он появился, а второе, для чего он появился, для чего он мне дан, этот враг? Во-вторых, он понимает, что его внешняя жизнь есть лишь отражение внутренней. И поэтому его враги – суть не что иное, как отражение низшей программы подсознания.
Я понимаю, что сложно, об этом легко можно было бы говорить во взаимоотношениях с двумя людьми, которые да и не являются, по большому счету, врагами. Ну, коль вы объединили свои сердца, свои усилия для того, чтобы жить вместе под одной крышей, ну что-то же вас связывало, вы же не врагами были. А тут явный враг, кто-то прям действительно напал в виде этого самого Пекрахола. Впору вспомнить, знаете, фильм «Побег из Шоушенка», «Шоушенк Редемпшн», как это будет, это возрождение, почти как воскрешение, да, из Шоушенка, возрождение, я точно не помню, как это вот, что-то будет похоже с картой «Высший суд» созвучно. А у этого Энди Гарсия, по-моему, так его звали, там было более чем предостаточно явных, вполне конкретных врагов. Но когда ты смотришь этот фильм, такое ощущение, что у него этих врагов не было. Ну не то, чтобы он позволял с ним делать все, что ему вздумается. Нет, он отбивался от них. Но в целом он не был к ним враждебно настроен. Если было бы спросить у него, а кого ты считаешь своим врагом, то, наверное, у меня такое ощущение складывается, что он бы сказал самого себя. Это я сам себя загнал в эту тюрьму. И я от нее освобожусь. В первую очередь сначала внутри себя освобожусь, а потом уже и в буквальном смысле освобожусь. Если не смотрели этот замечательный фильм, который раз рекомендую, «Побег из Шоушенка», пересмотрите его. Вот с этой философской точки зрения. В-третьих, человек видит отношения со своим врагом в первую очередь как партнерство, целью которого является, возможно, определенная конструктивная работа. Например, установление баланса между противоположными тенденциями, но главное – обучение обеих сторон. Вот, кстати, ситуация по этому третьему уровню прокачки, вот это, когда человек видит в своем враге потенциального партнера, она может, знаете, где прослеживаться? Как раз очень хорошо в карьере. Когда, я думаю, вы все видели так или иначе фильм, сцену какую-то, когда есть начальник, который собирает глав департаментов, и теперь им нужно совместно работать над каким-то новым проектом. И есть две, как минимум, враждующие стороны, которые всегда между собой конкурировали. Они двигались параллельно, каждый из них пытался обставить другого в текущем месяце, заткнуть его на пояс, переманить клиента. В общем, враги. До мозга костей. Такие, что за пределами офиса, если бы они жили рядом как соседи, ну точно бы поубивали друг друга. Но враждовали только на работе. И тут, может быть намеренно, в виде начальника, может быть намеренно в виде Господа, они сталкиваются и начинают работать вместе в команде. И часто так и происходит. Во всяком случае, сценаристы любят такой поворот сюжетной линии, когда они начинают друг с другом взаимодействовать, когда они начинают друг у друга учиться. Ты смотришь в кульминации фильма, они присматриваются друг к другу, они начинают понимать, что да, ты хорош, и второй также, ты тоже неплох. Начинают друг у друга чего-то перенимать, и в кульминации, в развязке всего этого фильма они прям и друзьями могут стать. Это как раз и есть третий уровень прокачки 7-го зодиакального дома. В отношениях с партнерами человек стремится к совместной работе в неразделенных сферах влияния. Я не знаю, почему эту фразу я до сих пор сохранил, неразделенных. Это чтобы больше вас запутать. В общих сферах влияния, в общих. В отношениях с партнером человек стремится к совместной работе в общих сферах влияния. То есть там, где конкуренция, казалось, ты туда втискиваешься. Я, по-моему, каждый раз приводил вам один и тот же пример по поводу того, когда под крышей одного дома собирается две семьи. Ну, обычно это разных поколений возрастных. Родители и их дети, у которых уже выросли, дочка вышла замуж или сын, например, женился. И на кухне оказывается две хозяйки. И в гараже оказывается два хозяина. Ну, чаще почему-то с хозяйками, какой-то такой, мне кажется, пример, свекровь и невестка, когда вот этот конфликт, этот накал, он просто в воздухе витает. Ты ноздрями чуешь дым, еще чуть-чуть и просто все вспыхнет. Это имеется в виду в негативном прочтении. Но на третьем уровне в отношениях с партнерами человек стремится к совместной работе в общих сферах влияния. Он не просто там оказывается, он стремится туда.
Вдуматься только. Он туда хочет попасть, в эту мясорубку, что требует большой согласованности. Чего? Совместных усилий? Нет. Мировосприятия и идеологии, что становится задачей, имеющей самостоятельное значение. Да. Требуется работа внутри над самим собой. Только тогда ты сможешь оказаться во внешней ситуации и выйти из нее так же легко, как ты уже научился выходить внутри себя. Хотите? Простой вам совет. Попробуйте мысленно себе представить такую ситуацию с накалом страстей, где потребуется ваша воля, выдержка, понимание, а почему я сейчас вообще не должна набить тебе морду за такое твое поведение. Ну, простите, что я так прям гиперболизирую, я это делаю намеренно для того, чтобы вы представили всю патовость и сложность ситуации, которая может возникнуть по вот этой карте. Попытайтесь с разных сторон покрутить ее в голове, поразмышлять над ней. Попытайтесь разрешить эту ситуацию внутри себя. Я не говорю, что это непременно должно у вас получиться, или что в будущем это потом приведет к тому, что вы с легкостью эту ситуацию перенесете во внешний мир и также легко, дескать, преодолеете эту самую конфронтацию. Может такого не случиться, и тот второй партнер может не пойти вам навстречу. И такой сценарий проиграйте в своей голове. А что если он, как пикрохол, будет продолжать нападать на меня? Что мне в таком случае делать? Покрутите эти варианты в своей голове. Подумайте, что вы будете делать в таком случае. В любом случае это будет полезно, такая практика. Кроме того, человек стремится выработать в себе те черты личности и характера, которые он видит в партнере и которых не хватает ему самому. Не очень-то и задумываясь, как он будет выглядеть в глазах этого самого партнера. Не стыдно ли будет ему признаться в том, что он хочет перенять у него какие-то лучшие черты, потому что у него этого нет. Человеку плевать на это. Он просто оттачивает свою личность, свой инструмент. Помните по другому зодиакальному дому? По первому, кстати. Вот 7. Я вам говорил, что противоположные дома, они взаимосвязаны. И если на низких уровнях прокачки вылазит все негативно из первого дома, то на высоких вылазит все позитивно из первого дома. Это как раз способность свою личность, так себя как бы взять, так за воротник вытащить себя отдельно, поставить от своего тела, посмотреть на него сбоку и сказать: вот твой инструмент, работай над ним. И начинаешь над ним работать. На 4 уровне проработки 7 зодиакального дома человек, как правило, уже не имеет внешних врагов. Почему? Потому что все внешние напряжения он отслеживает как проявление своих внутренних низших программ, внутренних врагов, и справляется с ними внутри себя. Тот пример, что я вам приводил, он применим относительно и 4 уровня прокачки 7 зодиакального дома. Когда вы внутри проработали эту ситуацию, а кто знает, может быть, вы внутри найдете решение, и когда проиграется точно такой же сценарий во внешнем мире, а вы уже к нему и готовы, и муж так смотрит на вас, так челюсть у него отвисает, и он просто не понимает, и он просто обезоружен. Он просто в шоке. Как? Как ты это смогла? Откуда эта энергия? Откуда эта сила, как у Грангузье? На тебя нападают? А ты говоришь, что ты мой друг, я люблю тебя, ты его обнимаешь и всячески пытаешься избежать войны. Такие вещи могут обезоруживать. Я не берусь говорить, что это именно так. И не пытайтесь мои слова воспринять буквально, как совет именно в этом. У каждого своя ситуация, свое понимание его партнера. Просто подумайте об этом. Следует заметить, что и в своих внутренних сражениях человек на 4 уровне проработки 7 зодиакального дома достаточно корректен. То есть он и с внутренними врагами ведет себя вполне демократично,
И он не станет резать свинью своего эгоизма. Нет, он ее не зарежет. А что он с ней сделает? Он для нее выстроит такой специальный маленький небольшой домик и будет содержать эту свинью на умеренной диете, чтобы она не занимала слишком много места в его внутреннем эго. Маленькая такая декоративная хрюшка, которую не стыдно показать, на ютубчик выложить, в инстаграме прикольные видео снять. Вы же видели все этих милых, замечательных хрюшек? А если мы говорим о драконе самоутверждения, то он постепенно доведет его до размеров собачки и приучит ходить на поводке, не кусаться, но и не быть от голода. То есть превратит в нечто такое удобоваримое. Я же говорю, не стыдно и самому с ним жить. И, в общем-то, если даже показать свой внутренний мир, вот, пожалуйста, смотри, у меня вместо дракона собачка. Этот человек достаточно хорошо видит карму людей, а своих партнеров в особенности. И что значит своих партнеров? Мы же сейчас говорим о близких людях в большей степени, мы говорим о взаимоотношениях чаще всего в браке, в виде партнеров. Мало того, что он видит карму хорошо других людей в целом, а своих партнеров особенно. А если ты видишь карму своего партнера особенно, я очень часто приводил вам эту фразу, невозможно испугать человека, который знает, что его испугают. Если ты очень хорошо знаешь своего врага, то как он тебя победит? Как он тебе нанесет такой сокрушительный удар, к которому ты не готов? А никак. А никак, ты его просто обезоруживаешь тем, что ты готов к тому, что он будет делать. Это если его рассматривать как врага. Если же мы рассматриваем как любого врага как партнера, да, у которого можно чему-то научиться, то мы хорошо видим его карму, стараемся вести себя так, чтобы партнер эволюционно развивался. Да, это может выглядеть довольно необычно, но и конфликтов в обычном смысле, как правило, не будет. Хотя возможны длительные периоды полного отсутствия общения и контактов. Я думаю, если бы задача Франсуа Рабле состояла в том, чтобы не довести этот конфликт до конца, а показать, как из него можно хорошо выйти, он бы сделал это с помощью Гран-Гузье. Ибо им было предпринято так много шагов для того, чтобы война эта сошла на нет, что впору в какой-то момент можно было бы повернуть сюжетную линию в другую сторону и не заводить сюда Гаргантюа, который разрушил потом всю эту армию. Но такой задачи у автора не было. Хотя, повторюсь, все к тому шло. В обыденной жизни седьмой дом управляет такими вариантами, как конкуренция, трудовое сотрудничество, соперничество, партнерство как симбиоз двух совершенно необходимых друг другу сторон встречается сравнительно редко, хотя именно таковыми идеи брака и сексуальных отношений являются. Еще раз. Партнерство – это как симбиоз. То есть что такое симбиоз? Это как инь и янь, как черное и белое, да? Как какие-то взаимодополняющие с одной стороны и противоположные с другой вещи, личности объединяются для того, чтобы что? Мы ведь не можем жить с вами, если мы не будем объединяться, я имею в виду мужчины и женщины. Это же невозможно. Как минимум только для того, чтобы создать брак, семью и продолжить род. Для этого нужно уже объединиться. Это хотя бы, если хотите, пусть одна, но очень весьма веская причина, которая заставляет нас это делать. Еще раз, я потерял контекст. Значит, партнерство как симбиоз двух совершенно необходимых друг другу сторон встречается сравнительно редко. Но именно таковыми идеи брака и сексуальных отношений являются. При сильном доме, чем больше у человека нерешенных противоречий во внутренней жизни, а их, скорее всего, будет немало, тем больше у него будет внешних врагов, которые совсем не обязательно персонифицируются, а могут проявляться как отрицательное расположение судьбы. Не везет мне по жизни и все, да? Черная полоса, белая полоса, снова черная, назовем это так. Давайте посмотрим с вами теперь еще и практические значения, как эта карта, буквально несколько каких-то слов или фраз,
которые могут отыгрываться у нас в практике, когда эта карта выпадает на тот или иной вопрос. Ну, например, вопрос карьеры, работы. Естественно, что это может быть у нас продвижение по лестнице, поднятие вверх. Почему? Потому что, если рассматривать вот эти жезлы или рассматривать этих врагов как неких конкурентов, то, так сказать, трудами праведными, борьбой мы пробиваемся как локтями наверх, наверх, наверх. Но это честная борьба, конкурентная. Порой даже может быть так устроено, что враги эти на тебя нападают, а ты потом оказываешься в лидерах. Ведь и не собирался же ни Грангузье, ни Гаргантюа на Пекрахола нападать. А в итоге финал таковой, что они только в плюсе остались. Почему? Объясни почему. Потому что земля, с которой на них напал Пекрахол, его королевство, оно перешло во владение кого? Правильно, Грангузье и Гаргантюа. Они не помышляли, чтобы нападать на них. Вот вам продвижение по карьерной лестнице. Козни строили, против человека строили, он вышел лидером и победителем, а его взяли и повысили еще и на работе. Потому что он себя хорошо проявил, потому что у него было заведомо выгодное положение, потому что он защищал какие-то идеалы и принципы, а не просто вел себя подло, как вы, крысы. Защита. Тут разные варианты. Репутации, защита проекта, защита своего места под солнцем, своего мнения, отстаивания на работе. Успех в делах, но потенциально. Помним 3 вещи по этой карте. Человек, во-первых, видит проблему. Во-вторых, осознает выгоды своего положения. В-третьих, обязательно действует. Только этих 3 фактора непременно должны в этой карте проиграться для того, чтобы потенциальный успех, он стал реальным. Решение сложных задач. Помним, что несмотря ни на что, здесь большое напряжение. Человек может быть трижды уверен. Ему могут самые талантливые тарологи предвещать, что он точно выйдет победителем. Но если он опустит руки и ничего не будет делать, такого не случится. Но для того, чтобы что-то делать, нужно прикладывать усилия, и это будет трудно. Что в этой карте, это трудно. Тут 7 потов может с тебя сойти. Поэтому решение сложных задач. Ну и конфликты на работе. В целом эта карта может показывать, кроме того, что у вас есть выгодное положение, но и атмосферу, которая там витает. Вы еще не пришли с этим жезлом, дабы отстоять свое выгодное положение, свою точку зрения, свое место под солнцем. А атмосфера уже создана. Если мы говорим о кубках, взаимоотношения между близкими людьми, то это может быть выяснение отношений. В целом такая карта говорит о том, что какой-то разлад, скажем так, да? Уже соседние карты покажут, в чем этот разлад. Это какое-то внешнее посягательство на ваше гнездышко счастливое, семейное. Или это внутри человека что-то грызет, и он отбивается от своих желаний. Уйди, противная, я со своей буду. Или это борьба с партнером твоим, с мужем или женой, которого ты рассматриваешь как врага и хочешь отстоять, дескать, свое мнение. За мной последнее слово будет. Уход от угрозы разрыва, например. Да, тогда человек может предпринять ряд каких-то действий решительных, понимает выгодность своего положения, и соседние карты покажут, так это или нет, вырулить из сложной ситуации и сохранить целостность семьи. Упрямость, с одной стороны, может быть, и это может быть даже хорошо, упрямость или упорство, добивание своей цели, но и несговорчивость с другой, когда человек бронелобый настолько, что хоть кол на голове тиши. Преимущество своей позиции. Спору нет, она здесь явно представлена, выглядит, если человеку это будет важно, понимать, насколько он потенциально будет успешен в том, что он намеревается сделать, например, в своих отношениях в паре, то эта карта говорит, что тебя ждет успех. Просто бери и делай. Не сиди сложа руки, бери и делай, все получится. В сфере пентаклей
если мы говорим о том, как мы зарабатываем, тратим, сохраняем, приумножаем деньги и все, что связано так или иначе с чем-то материальным, что можно потрогать, движимое, недвижимое имущество. В общем, эта награда может быть за усилия, но, снова-таки, награда потенциальна. Конкретно на этой карте никакой награды нет. Ею пахнет. Дух победы витает в воздухе, но за него нужно побороться. Карта говорит, что у вас это получится. Просто бери и делай. Еще раз. Там где-то на горизонте тебе маячит королевство по размеру как твое, со всеми подданными, которые, кстати, ждут тебя, со всеми несметными богатствами, со всеми этими землями. Но конкретно здесь и сейчас тебе нужно приложить много усилий. Потом будет награда. Планирование. Гаргантюа не сразу напал. Не с корабля он напрыгнул на этот ветский брод и их всех поразил. Помните, он вначале испугался, они туда послали, я этого всего не зачитывал, но достаточно хорошая была подготовка, прежде чем Гаргантюа пришел и начал крушить этот замок большой дубиной. Если мы говорим о финансах, единственное, что, смотрите, дабы эта карта не оказалась перевернутой. Имеется в виду как недобор, когда так долго ты уже планируешь, так долго, что прям нужно уже брать и действовать, а ты еще планируешь. Все должно быть в меру. Поэтому решительные действия по этой карте тоже есть. То есть, с одной стороны, планирование, соседние карты все подскажут. С другой стороны, решительные действия. Казалось бы, могут несколько даже конфликтовать этих два термина и понятия в одной и той же ситуации. Но ситуации разные. Поэтому где-то нужно, наоборот, немножко отстраниться. Не время, действовать сломя голову. Подумать, не спеши. А с другой, наоборот, не медли, никакого промедления, решительные действия. Защита достигнутого тоже может быть. То есть, если речь идет в плане финансов, может быть какой-то специфический вопрос, что делать, отстаивать свое. Это мое, мои подданные, мое имущество, мои земли, я буду за них биться до последнего. Но делами праведными, в начале, как минимум попытки такие должны быть. Если мы говорим о сфере воздух, это у нас мечи, саморазвитие, то наша внутренняя готовность вступить в борьбу. Помните, что смелый не тот, храбрый не тот, кто не боится, а тот, кто превозмогает страх. Гаргантюа потому и победил, не только потому, что он был большой и сильный, потому что он поборол свой страх, потому что он был готов вступить в борьбу. И Грангузье не опустил руки, он делал все возможное для того, чтобы одержать победу. Вначале таким способом, мирным путем. Он и письмо писал, он и своего красноречивого оратора, подданного вельможу отправил. Он и лепешек множество возвратил, и чего он только не предлагал для того, чтобы разрешить эту ситуацию. Но он это делал сразу. И письмо Гаргантюа написал. То есть много-много-много было предпринято одновременно шагов, которые вели к одной главной цели – к установлению мира. И война это была для того, чтобы установить мир. Поэтому, если мы говорим о саморазвитии, то по этой карте вы должны понимать, что это ваша личная готовность вступать в борьбу с самим собой, с тем, чтобы бороться с какими-то вредными привычками, чтобы выработать хорошую привычку одну, отбившись от остальных, потому что они могут конфликтовать. Желание посмотреть допоздна телевизор и желание утром в 5 проснуться, чтобы сделать перед работой йогу, эти желания могут не ужиться вместе, как Пикрахол и Грангузье. Они конфликтные. Кому-то из них придется покинуть этот мир, как минимум на время. Решительность. Снова-таки готовность, решительность, но, может быть, и способность уступать. Впору было бы, конечно, это также отнести и к кубкам, готовность уступать. Не будь ты таким уже прям бронелобым. Подумай о том, чтобы послушать оппонента. Ведь эта же карта
также частично может относиться и к пикрахолу. Если мы представим, что вот здесь, с одной стороны Гаргантюа, а с другой стороны не вот эти маленькие люди, пикрахольчики, а один конкретный враг, ведь они по его приказу там выступают. Вот здесь поставим пикрахола. Он на него стреляет с пушки, а этот его бьет дубиной. Но в какой-то момент пикрахол может быть каким? Способным уступать, одуматься и сказать: а смысл мне вообще все это делать? Мне что, земли мало? Я что, бедный человек? Я от чего пошел на них нападать? Что меня побудило, заставило? Лепешки какие-то? Принципиальность. С одной стороны, способность уступать. С другой стороны, принципиальность Гаргантюа. А почему? Я должен отдать свои земли, своих людей, поработить их, позволить разграбить все это. Я за них в ответе, я так не могу. Ну, мы сейчас говорим о внешней ситуации, а по мечам, по саморазвитию, это некая принципиальность перед самим собой. У вас также есть какие-то внутренние враги. Помните, мы говорили на 3-м, на 4-м уровне прокачки 7-го зодиакального дома человек, он отслеживает каких-то внешних врагов в своих внутренних проявлениях. Они как будто бы как зеркало для него. Он смотрит на них, ага, и вот эти внешние проявления подсвечивают его внутренние проблемы. И он тогда начинает принципиально с ними бороться. Потому что, почему принципиально? У него есть принципы, высшие идеалы, какие-то цели, стремления. Вы себе что-то наметили, поставили, хотите к этому идти. Но понимаете, что какие-то желания, какие-то вещи начинают с вами конфликтовать. От них надо избавиться. Вот и все. Мы сегодня с вами, может быть, не так оперативно, как в прошлый раз, но тоже достаточно быстро. Мне кажется, одна из самых легких карт, настолько визуально она, во-первых, сопоставляется у нас с классической семеркой жезлов, во-вторых, она, сама циферка 7, четко соотносится с 7-м зодиакальным домом, где у нас партнерство. Мы посмотрели на разные уровни прокачки и понимаем, что самое первое, что это огромный ресурс и потенциал на этой карте. Ваш личный, либо вашего клиента, на кого вы смотрите. 3 вещи. Осознание проблемности ситуации, понимание твоего выигрышного положения и непременные действия, которые ты должен делать, чтобы все случилось так, как тебе предвещает карты эту ситуацию. Вот. Поэтому могу вам только пожелать развивать в себе те качества, которые позволят вам не иметь внешних врагов, а всех внешних врагов превратить в ваших партнеров, у которых можно чему-то научиться. Чтобы вы умели отслеживать негативные внешние проявления у себя внутри, на зародыше, на ранних стадиях, там их бороть и достигать 3-го, а лучше 4-го уровня прокачки 7-го зодиакального дома. Я уверен, что от этого ваша жизнь заиграет совершенно новыми красками. Я, в общем-то, не только вам, я и себе этого желаю. Я над этим работаю. Надеюсь, получится. Всего вам хорошего. Всем пока. Нога, нога, нога.